Друзья, всем привет! Приехал на избу. На самом деле был я уже вчера здесь. Начал строить беседку, где варю уху. Готовлю, на костре. Вот, хочу сделать такую крышу, навес со столиком. Большая часть я вчера сделал. Столбы вкопал. Сейчас только останется вот эти верхушки положить и саму крышу сделать, и все. Там столик, может, какой-то придумаю, сделаю. Время час дня, в избе чистота, порядок, как уезжал. И в прошлый раз я приехал, на столе мышиного помета нету. Переловил всех мышей на картонке. Попалось за тот период, за то время 14 штук я поймал именно в избе на картонке. Вот сейчас еще чистота, отлично. Может быть, скорее всего, я думаю, на какой-то период я их переловил, они все равно придут из леса. Я так думаю. Невозможно их всех выловить. Но на первое время, я думаю, нормально. Так, сходить за водой сразу. Все, последняя охотка. Перекур, затопил печку. Сейчас сварю макарон с тушенкой, наверное, и займусь работой. А может быть, и съезжу на рыбалку, не знаю, сейчас посижу, покумекаю. Может быть, буду делать в темноте. Генератор у меня есть, свет есть, лампочки, так что можно в темноте, в принципе, здесь делать. Да и делать-то особо тут нечего, по сути-то. 3 вот эти балки положить, да, и все, приколотить, и можно уже доски ложить. Досок, конечно, мало, немного. Ладно, что есть, то есть. Доски у нас так просто не достать в деревне, надо заранее все заказывать, пилят. Поэтому выбрал все, что было дома, последнее.
вот такой получился навес. В итоге хватило досок только вот на эту сторону, и то не до конца. Там немножко выпуска досок не хватило, и с этой стороны. Но с этой надо будет потом уже, наверное, либо на следующий год, либо, не знаю, посмотрю. Сделал такой столик, скамеечку здесь, посидел, отдохнул. Так что, ну все, на этом работа закончена. Ягод в этом сезоне практически нету. Я имею в виду клюкву и бруснику. Клюкву собирают, ходят немного по 3, по 5 литров. Но это очень мало. Вот. Брусники вообще нету в этом сезоне. От слова совсем. Даже не насобирать литра. Поэтому, может, где-то есть участки, но даже где мы раньше собирали, очень много было ягод. Сейчас едешь на мотоцикле, на каракате, вообще ягод нету. Вот. Спускаюсь уже к реке и иду на свое место, на стоянку. Начну рыбачить оттуда. Из приманок в этот раз взял очень маленькие воблерочки. Я ни разу на такие еще не ловил. Ручная работа. Вот такие вот. Видите? Это очень маленький. Это, наверное, сантиметра он 2, может 2,5. И вот такого плана еще есть. Черненький. Вот такого же плана есть. Беленький. Взял с собой еще блесна свои, на которые в прошлом году я рыбачил. Тут свои самоделки. В этот раз новая катушка Daiwa Fuego LT 2500. Старая у меня все перестала работать, перестала крутиться. Ей, наверное, 4 сезона. Хотя отдавал на ТО, но тем не менее ничего это не помогло. В этом сезоне немножко половил, и все, она просто уже все заклинила там. То ли механизм, то ли чего. Непонятно. Daiwa Exceller тоже у меня наладом дышит уже. Уже начинаются такие предпосылки. Я думаю, долго она мне тоже не прослужит.
Кстати, листа несет еще прилично. Пробую на маленький воблер, на миножку, а потом уже буду на блесенке пробовать. Перехожу на другой участок, на яму. Сразу крюк такой срежу, чтобы по речке не идти, по кустам там. Поэтому попробуем там. Здесь пока не поклевки. Сменил воблера 2 и 2 блесенки. Одну смитовскую пюрешку и самоделку свою. Тоже так же по типу этой же смитовской, на которую в том году ловил. Но там была поздняя осень, когда я рыбачил. Там уже снег был. Это уже был конец октября, начало ноября. Вот гриб даже еще есть. Стоит. Это, наверное, последний. 2 хороших таких красноголовика. Но это все последние. Последние грибы, можно сказать. Пускай стоят, не буду их брать. Есть небольшой. И вот на такую вот миножку поймал. Вот он.
За 1,5 часа не поклевки, что здесь прокидал. Попью чаю, взял с собой 3 бутерброда с салом. Сейчас разогрею на костре, поджарю и с луковицей. Вот он, был удар сейчас на воблер, на этот маленький миноу. Иду вверх уже, вот буквально отошел. Не знаю какой, но поклевочка была сейчас. Покидал минут 15-20 не поклевки и решил дальше идти. Там место очень такое мелкое, закоряженное все. То есть там 100% хариуса нету. Вот. Сейчас надо где-то его поглубже искать. В таких местах хариус точно должен быть. Друзья, ну вот такая выдалась рыбалка. Поймал я одного хариуса. Оттуда хотел уже идти домой, но поднялся еще выше на 1,5 километра. И тут 3 таких перспективных участка. То есть мелко, потом яма такая глубокая с коряжником внизу. По идее рыба должна бы быть. И скорее всего, что она есть, просто хариус не клюет. Я так предполагаю, что несет все-таки много листа и может быть с этим связано. Вот. Все-таки надо где-то идти в середине октября, может быть под конец октября, тогда уже рыбалка здесь, я думаю, будет более-менее нормально, что-то можно поймать. Сюда примерно придем через, может быть, недели 1,5-2, вот так где-нибудь, а может и еще позже. Посмотрим.